Поднимаемся в гору, нам туда. Вот там внизу дорога идет. Тропа которая? Да, вообще почти не ушли. В 11:13 мы пошли. Час 20 идем. Вокруг одни только горы, солнце, снег. И мы с Андрюхой пробираемся в землянку в горах. Уже хочется быстрее дойти, чтобы рюкзак снять уже этот тяжелый. Да. Попить горячего чайку и высушить ноги. Друзья, не знаю, видно вам или нет, но вон несколько точек. Это лоси на той стороне по горам пробираются. Нас, видимо, они услышали. Человек. По-моему, видишь, идет. Угу. Мы не одни. Вон, еще кто-то идет. Один, по-моему, да? Я не вижу. Двое. Двое. Как думаешь, туда же поднимаются? Да. Да? Ну вот, почти подошли мы. Вот она, эта земляночка в горах. Остается нам спуститься и потом снова опять подняться. А вот смотрите, следы, как лоси кору деревьев здесь едят. Там Андрюха пробирается. Че там, такие же дебри, да? Да. Жесть. Уже спустились к низу. Привет, дорогие друзья! Привет. Вы на канале «Каждому свое». С вами снова я, Юра, и со мной сегодня снова Андрей с канала «Будни путешественника». Привет, привет. Сегодня мы с Андреем добрались до очень живописного места, как вы видите. Это место называется землянка в горах. Эта землянка в горах находится на территории заповедника Самарская Лука. Мы с Андреем купили сюда путевки и добрались. С трудом, конечно, но добрались. Я в этой землянке сегодня впервые, в отличие от Андрея. Андрей был здесь уже много раз, как он говорит. Сколько ты, наверное, уже раз 5, наверное, здесь побывал, да? Я даже думаю, больше 10, я думаю. Обалдеть. Да. Я вообще веду канал, Telegram этой землянки. Там порядка 20, наверное, 8 человек. Ну,
заводил вообще канал этот, чтобы люди приходили, как сказать, даже кто-то хочет прийти и пишет в этом канале, что он придет, чтобы люди не состыковывались вместе здесь. В общем, что-то вроде бы журнала посещений, только Да. онлайн. Да. Ссылку на телеграм этой землянки Юра оставит здесь внизу под видео. Так что можете зайти, ну, почитать там. Там этой весной был пожар здесь. Очень сильный, причем порядка 69 человек МЧС носили воду вот с реки. Представьте, в рюкзаках таскать сюда воду. Туда спускаться полчаса, подниматься даже больше, потому что набор высоты очень большой. И вот здесь пожар был ликвидирован. Кто-то, видимо, здесь неаккуратно обращался с огнем на улице, потому что здесь прям легко все может загореться. Погода нам, как обычно, сегодня очень благоволит. На улице тепло, ветра практически нету. Градусник показывает здесь около нулевую температуру. Наверное, так и есть. И Андрей сказал, что здесь очень жаркая печка, так что мы точно наверняка не замерзнем. И мы очень надеемся, что внутри есть дрова. Если их нету, тогда нам придется еще попотеть. Да. А так на улице сегодня, да, прям жаркая погода. Вот солнышко светит на нас, как можете заметить. Я думаю, даже мы, Юр, сегодня загорим с тобой. Завтра приедем румяненькие. Мы пока шли сюда, уже загорели, наверное. Скорее всего, да. Но не будем долго морозить ноги стоять. Пора уже заглянуть внутрь и посмотреть, что вообще там. Потому что видел я только эту землянку, наверное, как и вы, только по видео. От таких же блогеров, путешественников. Тут еще почистить нужно. О, тут и лопаты есть. Да. Там их много, кстати. А здесь есть какая-нибудь тоже тетрадь посещения или нет? Говорят, уже ее убрали. Убрали, да? Чтобы люди сюда не ходили. Опа. Обалдеть. Зеркало. Шаги. Слушай, ну уютненько здесь, интересно. Журнал посещения вот здесь был раньше, лежал на полочке, сейчас нету. Ну, скорее всего, убрали. Сковородку он даже. Можно было не брать. Ну, лучше свою. Ну да. И, кстати, дрова есть. Угу. Это отлично. Андрей затапливает печку. Чтобы твои ноги, Юр, согреть. Да, я ноги все замочил. Поменял сейчас носки. Но пока они у меня еще не согрелись нифига. Выбрались сейчас наружу. Андрей вовсю пилит дрова. А я показываю вам здесь здешние виды. Землянка, конечно, находится в очень живописном месте. Как вы видите, она вся закрыта сплошь горами, холмами. Ее не видно. И, как видите, позади меня река Волга. Солнце уже зашло за горизонт. Сейчас быстро уже начнет темнеть. Поэтому мы сейчас с Андреем пилим, рубим дрова и готовимся к вечеру. А вечером будем готовить
вкусное мясо. Покажем вам, какое мясо. Необычное, не магазинное. Но об этом чуть позже. Андрей сейчас посвятил меня в еще одну интересную тайну, что позади нас есть еще очень интересный и живописный грот. И там тоже рядом находится небольшая землянка в самом в этом гроте. Внизу, прям внутри этой самой пещеры. Андрей собирается сходить туда. Я пока еще не решаюсь идти, потому что никак не согреюсь. Но, возможно, и я тоже схожу вместе с ним. Поводов посетить землянку в горах у нас с Андреем сегодня было несколько. Во-первых, сегодня первый день зимы, что уже является веским поводом сходить сюда. А во-вторых, по прогнозам синоптиков, сегодня, возможно, мы увидим северное сияние, чего мы не могли просто упустить и не съездить сюда. Вот это, ведь это место является идеальным местом для того, чтобы увидеть северное сияние. Я, конечно же, до конца не верю в это, потому что для наших широт это, конечно же, необычно. Но кто знает, возможно мы это увидим. И, конечно же, покажем вам. Знак не курить, но мы и не курим. Очень много тут всякой утвари разные посетители оставили. Даже есть медаль за 3-е место по тэквондо чья-то. Значок Андрея, будни путешественника. Заходите на его канал, подписывайтесь. Вот тут наши вещи висят, сохнут. Фонари развесили. Всякие контейнеры. Поскольку в горы тащить большое количество воды с собой очень проблематично, очень тяжело, мы с Андреем решили эту проблему исправить обычным фильтром для воды, который Андрей взял с собой из дома. Будем топить снег на печи, а после выливать эту воду в фильтр. И при помощи фильтра мы будем пить уже чистую воду. Вот таким незамысловатым способом мы с Андреем решили нехватку воды в горах. Поскольку на территории заповедника, прямо рядом с этой землянкой, этим летом бушевали сильные пожары, и землянка чудом здесь уцелела, мы с Андреем подумали и решили, что здесь необходим огнетушитель. И взяли его, конечно же, с собой. Пусть он будет для безопасности. Мало ли что. Оставим его мы с Андреем здесь. Надеюсь, воспользоваться им не придется никому. Давай что, подвеску, наверное, поставим его. Да. На улице уже совсем стемнело.
поднялся сильный ветер. Выходить совсем туда не хочется. Тем более, что у нас здесь внутри землянки так уютно и красиво. А на ужин у нас сегодня будет стейк и фарш из оленины. Это мясо нам любезно предоставил мой хороший друг и охотник Александр. Спасибо тебе, Саша, за такой вкусный ужин. Большое. Сейчас мы вместе с вами пожарим это мясо на печке и продегустируем его. Давайте начнем с булочек. Ну а как вы поняли, мы сегодня будем готовить бургеры из оленины. В составе у нас будет листья салата, такие вот помидоры черри, сыр плавленый, специальный для чизбургеров, Сырный соус. сырный соус, Ну и само собой фарш. мясо, фарш. оленина. Будет необычно попробовать. Я еще ни разу не То пробовал. же самое. Я вообще оленину не пробовал. Давайте. Давайте, да, вместе с нами начнем готовить это изысканное блюдо. По крайней мере, для нас точно. Да. Что, пора попробовать бургеры из оленины. Мне даже интересно, как будет на вкус. Но пахло очень вкусно, кстати. Давай дегустировать. Давай. Чего тянуть зря. Ага. Ой, как сыр растекся. Жаль, что мы этот вкус вам передать не можем. Да, божественно. Приятного аппетита и вам, друзья. Да, приятного аппетита. Сегодняшний день подходит к концу, но наши приключения с Андреем на этом не заканчиваются. МЧСовцы сейчас прислали смс-ку нам о том, что начиная с 12 часов ночи и до завтрашнего дня, наверное, завтра тоже весь день, ожидается сильная метель, снегопад, ветер 18 метров в секунду, ну и со всеми вытекающими последствиями. Так что завтра нас ждут веселые приключения. Надеемся, что выберемся мы утром без каких-либо серьезных последствий, без обморожений и всего прочего. Тфу-тфу-тфу. А сейчас будем ложиться спать и не думать о плохом. Всем спокойной ночи. До завтра. Всех с добрым утром. Время 9 часов утра. Всю ночь завывал просто дикий ветер. Ну и сейчас он также продолжает завывать. Из нашей землянки просто выдул все тепло. Но благо у нас есть спальники хорошие, теплые. Если бы спальников не было, мы бы замерзли. Посмотрел, сейчас 10 градусов
внутри землянки, но по ощущениям как будто и меньше. На улицу еще не выходили и не хочется пока. Будем сейчас вставать, завтракать, топить печь и собираться домой. Пришло время нам с Андреем выдвигаться домой. Погода становится все хуже и хуже, ветер становится сильнее, тучи совсем вон все небо заволокло, поэтому нам нужно поторопиться. А то мало ли вдруг начнется метель. Да, и мы вообще отсюда не выберемся. В землянке мы убрались, все оставили так, как было после себя в первозданном виде. Нам было очень приятно, что вы досмотрели это видео до конца. Те, кто еще не знаком с Андреем, подписывайтесь на его канал «Будни путешественника». Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Ставьте нам лайки, оставляйте нам побольше комментариев. Это нас будет мотивировать снимать и дальше более интересные видео. Будем выдвигаться домой. Всем пока. Пока-пока. Пробираемся сейчас на противоположную гору от землянки. Тяжело, конечно, подниматься по таким сугробам. Но выхода больше нет. Да. Единственное место будет, которое удобно. Выйти нам на трассу. И подъем он все круче и круче. Чем выше, тем тяжелее. Вот такими небольшими передышками мы с Андреем пытаемся добраться домой. Поднялись уже выше той горы, на которой землянка находится. Осталось нам еще немножко. Зато смотрите, какая красота вокруг и свежий воздух. Какая-то жесть просто. Мы поднялись на гору противоположную, осталось уже, самый легкий путь. И как назло, я забыл штатив возле землянки. Вот туда сейчас пойду, обратно по нашим же следам, то есть вниз, и потом опять обратно на гору за штативом. Штатив еще не мой, а Ленкин. Лен, смотришь видео, знай, я иду за твоим штативом. Все, поднялся. Фу. Вот он, штатив. Беру его назад и иду обратно. Не вижу даже, где Андрюха там. А, вон он. Вон он. Сейчас покажу. Вон точка. Это Андрюха. Вот туда мне теперь обратно идти. Фу. Ну, без приключений, конечно, уже и неинтересно тогда будет. Такие маленькие приключения, когда случаются. Это остается в памяти надолго. Ладно, я пошел. Принес.
Чего только не сделаешь ради качественной съемки. Ну, можно, наверное, сказать, Андрей, что я 2 раза в землянке был, да? 20 минут тебя не было. За 20 минут успел? Да, туда-обратно. Я думал, час или больше. Дошли до таблички животного мира, который обитает в здешних лесах. Белки, даже рыси здесь есть. А вот это вот Соня Полчок мы видели на фотографиях, которые вот находятся в Телеграме, который ведет Андрей. Да, Там телеграм-канал. люди, которые посещали Фотографировали. эту землянку у реки, они сфотографировали как раз-таки вот эту вот Соню. Как она туда забралась и зачем она туда Прямо забралась? там внутри она находилась, землянки. Ее там сфотографировали. Необычно она очень выглядит такая. Она вроде бы как и на мышку похожа, но в то же время у нее очень большие глаза такие. А вот дошли еще до каких-то табличек, засыпанных снегом. Давно здесь никого не было, видимо. Но это уже птицы всякие. Многим, наверное, знакомые. Иволга. Дошли до очередных засыпанных снегом табличек. Следов, как видите, вообще нет. Кроме нас никто не ходил. Это мы с Андреем наследили. И таблички. Единственное, только непонятно, почему никто из работников этого заповедника не занимается благоустройством и ремонтом всего этого. Мы вот проходили, что там таблички были засыпаны все снегом. Ну ладно, снегом засыпано, это снегопад. Но так вот эти все бревна, они уже все сгнившие. Они гниют и ломаются под весом этого снега. За что люди деньги платят, непонятно. Ну и, конечно же, нечищенные дороги на всем пути. Нет ни лавочек, ничего.